О самой высокой горе в мире ходит много легенд, и это неудивительно, потому что даже сейчас, в 21 веке, в ходе исследований ученые открывают все более устрашающие факты. Какие тайны скрывает Эверест? Эверест – самая высокая гора на Земле над уровнем моря. Расположенная в Гималаях, она лежит на границе между Непалом и Тибетским автономным районом Китая. Первое успешное восхождение на вершину Эвереста было совершено 29 мая 1953 года новозеландцем Эдмундом Хиллари и шерпом Тенцингом Наргеем. Их достижение открыло путь для многочисленных экспедиций, стремящихся покорить самую высокую вершину мира. Ледовые трещины, лавины и ледяные склоны представляют серьезную угрозу для альпинистов, лишь бесстрашные герои смогут покорить вершину этой горы. Но что же делает эту гору такой опасной? Одним из главных факторов является экстремальная высота и суровые погодные условия. Давление воздуха на такой высоте очень низкое, а температура может опускаться до 60 градусов по Цельсию. Все это делает восхождение на Эверест настоящим вызовом для альпинистов. Ночные вопли на Эвересте – это одно из тех явлений, которые создают мистическую ауру вокруг самой высокой горы мира. Ученые попытались выяснить природу этих загадочных звуков и поняли, что после захода Солнца температура на Эвересте может резко снижаться. Такие резкие изменения температуры могут вызывать напряжение в слоях льда и снега. Это приводит к треску и разрывам, что создает громкие звуки, похожие на взрывы или крики. Никаких духов за время исследований ученые не обнаружили, конечно же. Одним из самых известных доказательств существования Йети является фотография, сделанная британским альпинистом Эриком Шиптоном в 1951 году. Это изображение стало одной из самых обсуждаемых и загадочных тем в истории альпинизма и исследований Гималаев. Во время экспедиции Шиптон и его команда наткнулись на ряд больших следов в снегу в районе ледника Минлук. Шиптон сделал несколько фотографий этих следов, которые позже вызвали сенсацию в СМИ и среди научного сообщества. Современные исследователи и эксперты по криптозоологии продолжают изучать фотографии Шиптона. Анализы и сравнения с другими следами животных в этом регионе дали разные результаты. Окончательное объяснение происхождения следов до сих пор не найдено. Некоторые ученые считают, что эти следы могут принадлежать неизвестному виду медведя или другого крупного животного, в то время как другие предполагают, что это может быть результатом естественных процессов, таких как изменение температуры и влажности. Микробиологи из Калифорнийского университета в Боулдере провели исследования, которые показали, что микробы могут выживать в экстремальных условиях Эвереста. Ученые собирали образцы снега и льда с различных высот Эвереста, анализировали их в лабораторных условиях, чтобы определить наличие и виды микроорганизмов. Исследования показали, что некоторые бактерии и вирусы не только выживают, но и остаются активными даже на такой зверской высоте и холоде. Исследования показали, что микропластик присутствует даже в самых удаленных и труднодоступных уголках нашей планеты, включая вершину Эвереста. Микропластик – это крошечные частицы пластика размером менее 5 мм, которые образуются в результате разложения больших пластиковых предметов промышленности, потребительских товаров. Но как оказался микропластик на Эвересте? Есть несколько вариантов. Оборудование альпинистов. Большинство снаряжения и одежды альпинистов сделаны из синтетических материалов, которые могут оставлять микропластик: палатки, веревки, одежду и рюкзаки. Упаковка и мусор. Пластиковые бутылки, упаковка от еды и другие пластиковые отходы, оставляемые туристами, могут разлагаться и выделять микропластик в окружающую среду. Ветер и вода. Микропластик может переноситься на большие расстояния ветром или водой, загрязняя даже удаленные области, такие как Эверест. Мертвая зона на Эвересте –
Это зона, расположенная на высоте примерно 8000 метров над уровнем моря и выше. Она получила свое название из-за экстремально низкого содержания кислорода в воздухе, что делает условия выживания в этой области крайне трудными. Здесь человеческое тело начинает разрушаться из-за недостатка кислорода, что делает длительное пребывание здесь практически невозможным без специального оборудования. Да-да, Эверест буквально усыпан трупами восходивших ранее. Тела альпинистов часто так и остаются в местах их гибели, так как эвакуация на таких высотах очень сложна и опасна. Некоторые из них даже становятся ориентировочными точками на маршруте. Постоянно возникают споры о том, стоит ли пытаться эвакуировать тела, так как это представляет значительную опасность для тех, кто предпринимает такие попытки. Некоторые альпинисты и семьи предпочитают оставить тела на горе в качестве своеобразных мемориалов. Одно из самых известных тел на Эвересте принадлежит альпинисту, известному как «зеленые ботинки», который стал ориентиром на северо-восточном хребте. За последние 100 лет на Эвересте погибли свыше 305 альпинистов. Примерно 29% этих смертей связаны с лавинами. Другие распространенные причины летальных исходов включают ошибки в решениях, переохлаждение и горную болезнь. Рекордное количество альпинистов, 22 человека, погибло на Эвересте в 2015 году, а в 2023 году Эверест стал могилой для 18 человек. На Эвересте можно обнаружить морские окаменелости, что является свидетельством того, что когда-то этот район был дном древнего океана. Эти окаменелости обычно включают останки морских существ, таких как моллюски и ракообразные, которые были затем встроены в скалы в процессе тектонических движений, приведших к формированию Гималайских гор. Нахождение этих окаменелостей на такой высоте подтверждает теорию о столкновении индийской и евразийской тектонических плит, которая и способствовала поднятию столь внушительного горного массива. Это столкновение произошло около 50 миллионов лет назад и продолжается до сих пор, что делает Гималаи одной из самых молодых и динамичных горных систем на планете. Камнепады на Эвересте представляют серьезную угрозу для альпинистов, особенно в условиях таяния ледников и изменения климата. В теплые дни лед, удерживающий камни, может ослабевать, что приводит к камнепадам, которые могут произойти очень неожиданно, нанося серьезные травмы или даже становясь причиной гибели альпинистов. Часто камнепады происходят на наиболее популярных маршрутах восхождения, таких как Южное седло и Кхумбу-ледопад. Эти участки особенно опасны из-за своей крутизны и нестабильности ледников. Чтобы минимизировать риски, альпинисты стараются проходить потенциально опасные зоны рано утром, когда температура ниже и камни лучше удерживаются замерзшими массами льда. Гималайский прыгающий паук – уникальное и интересное насекомое, обитающее на больших высотах в Гималаях, включая районы вокруг Эвереста. Этот паук известен тем, что живет на высотах до 6000 метров над уровнем моря, что делает его одним из самых высокогорных насекомых на планете. Он компактный, у него мощные ноги, что позволяет ему совершать прыжки на значительные расстояния относительно своего тела. Это помогает ему ловить добычу и избегать хищников. Несмотря на все опасности и трудности, Эверест остается одним из самых привлекательных мест для альпинистов и туристов. Его величие и красота завораживают людей со всего мира, и каждый год новые смельчаки пытаются покорить его вершину. Но помимо спортивных достижений, Эверест также является объектом научного интереса, и ученые продолжают изучать его уникальную экосистему и геологию. Ведь Эверест — это не только гора, но и целый мир, полный загадок и сюрпризов. Эверест — это гора, которая постоянно будит человеческую фантазию и любопытство. От загадочных звуков в ночи до присутствия микропластика на вершине, каждый аспект Эвереста представляет собой уникальную загадку, которая интересует ученых и любителей приключений. Наличие живучих микробов, окаменелостей морских существ и камнепадов, угрожающих жизни альпинистов, все это говорит о том, что Эверест —
это не просто великая гора, но и целый мир, полный загадок и опасностей. Эверест — это гора легенд, где прошлое и настоящее переплетаются в единую ткань истории и мифов. От истории первого восхождения Эдмунда Хиллари и Тенцинга Норгея до исследований и открытий, каждая история, связанная с Эверестом, несет в себе частицу тайны и приключения, привлекающую внимание людей со всего мира. Ученые все чаще рассматривают Эверест как уникальную лабораторию природы, где можно изучать экстремальные условия и их влияние на живые организмы, изучая микробы, живущие в ледниках, и окаменелости морских существ на вершине горы. Исследователи получают ценные знания о истории нашей планеты и о том, как жизнь адаптируется к самым экстремальным условиям. Эверест играет значительную роль не только в спортивных достижениях, но и в научных исследованиях и исторических открытиях. Каждое новое исследование и каждая экспедиция на Эверест приносят новые знания и понимание этой уникальной экосистемы, а также истории формирования горы. Таким образом, Эверест становится не только символом приключений и достижений, но и источником научных открытий и исторических фактов. Несмотря на опасности и трудности, Эверест продолжает привлекать людей со всего мира. Это не только величие горы, но и ее непостижимая красота, что делает Эверест местом, которое хочется увидеть и испытать на себе. От первых восхождений до современных экспедиций Эверест остается символом человеческого стремления к достижению и открытиям, а также напоминанием о невероятном разнообразии и красоте нашей планеты. Эверест имеет значительное культурное значение для многих народов, живущих в Гималаях и во всем мире. Для многих он является священным местом, символом духовности и связи с природой. Восхождения на Эверест часто рассматриваются как духовный вызов, возможность проверить себя и найти внутреннюю силу и решимость. Таким образом, Эверест — это не только гора, но и целый мир, полный загадок, опасностей и красоты. Его величие и привлекательность продолжают завораживать людей со всего мира, заставляя их стремиться к достижению и открытиям, а также уважать и ценить эту уникальную экосистему и природные явления. Истории об Эвересте, его легенды и научные открытия продолжают вдохновлять и поражать нас, напоминая о том, что даже в самых экстремальных условиях можно найти красоту и совершенство.